Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам добірку смачної пісочної випічки. Готується вона із найпростіших продуктів, легко, швидко, із одного тіста спечете різні коржики. Я вам розповім про всі варіанти, а також рецепт ніжного печива на кефірі. Первым делом к сливочному маслу оно должно быть комнатной температуры. Добавляю пару щепоток соли и пакетик ванильного сахара. Сразу взбиваю на невысокой скорости до однородности. Потом увеличу до 4 из 5 возможных и буду взбивать до легкой пышности и посветления. Вот такое должно получиться масло. Легкое, светлое и пышное. Можно добавлять сахарную пудру. Сахарную пудру не заменяйте сахаром, даже мелким. Вы долго будете взбивать до его растворения, даже с добавлением кефира придется взбивать дольше, чем с сахарной пудрой. Пудра обязательно должна быть просеяна. Она очень хватает влагу при хранении, прессуется. И эти комочки могут так и остаться в тесте. Вот теперь можно добавлять кефир. Он тоже должен быть комнатной температуры, как и все остальные продукты. Жирность его 2,5 или 3,2. Не берите обезжиренный. Добавляю небольшими порциями. Поделю где-то на 4 или 5 приемов. И каждую порцию взбиваю до полного соединения с масляно-сахарной массой. С кефиром она становится полегче, взбивается быстрее. Вот такая должна получиться масса. Очень напоминает крем, однородная, пышная. Можно добавлять муку. Я ее уже просеяла, но просею еще раз вместе с содой. Понадобится ее 2 грамма. Гасить ее предварительно не надо. В тесте есть кефир, для соды это кислая среда, и она в нем обязательно погасится. Вы не почувствуете ни запаха, ни вкуса. Только берите ее не больше нормы. Муки по рецепту надо взять 420-430 грамм. Я взяла пока только 400. Сразу замешиваю лопаткой. Вот так вот можно масляную массу ею разрезать и немного придавливать, чтобы мука быстрее умешивалась. Вот, тесто собирается в комочек, зачищаю донышко и сейчас буду вымешивать на столе. Пока оно очень мягкое, маслянистое, видно, как легко размазывается. Ну и вообще это тесто не должно быть твердым. Большую часть муки из той, которую я отобрала, просеиваю на коврик, а остальную на тесто, чтобы сразу к нему не прилипнуть. Обваливаю муки и вымешиваем, складываем и слегка придавливаем. Вот такое оно мягкое, не блестит от жира, матовое, это очень важно. Если у вас получается вот такое вот тесто, будет очень вкусная, нежная, мягкая выпечка. Мягкая с добавлением кефира. Если песочное тесто, то песочное и рассыпчатое. Придавливаю, к рукам не прилипает, но остается мягким. Под тесто подпыляю коврик, его сверху тоже, чтобы не засыхало. И еще сверху накрываю пленкой. Не надо его ложить в холодильник, пусть немного полежит при комнатной температуре. Для крошки надо взять 15 грамм сливочного масла и здесь же 15 грамм сахара, муку и немного ванильного сахара. Несмотря на то, что в тесте он тоже есть, в крошку все равно надо добавить. Будет ароматнее и вкуснее. Масло с сахаром перетираю до однородной кашицы, просто до полного соединения продуктов. И высыпаю сюда муку. Муки 25 грамм, но немножко оставлю. Посмотрю на саму крошку. Видно, что получилась она жирная. Берется большими комочками и не растирается в более мелкую, поэтому высыпаю и остальную муку. И продолжаю перетирать. Тоже получше. Вот такая получается крошка. Не мелкая, но и не крупная. Все, она полностью готова. Отставляю в сторону. И подготовлю повидло. Само по себе плотное. Разминаю так, чтобы не оставались комочки. Отсаживать буду мешком с насадкой. Самая обычная круглая. Диаметр полсантиметра. Если у вас нет насадки, возьмите обычный плотный пакет. Срежьте уголок такого же диаметра и выдавливайте.
Все, тесто за это время отлежалось, делю его на две части, чтобы пласт получился не сильно большой. Тогда с ним легче справиться. Этот кусочек убираю, чтобы он мне не мешал раскатывать. А этот раскатываю в прямоугольный пласт толщиной где-то 3 мм. И постоянно подравниваю краешки так, чтобы получилась квадратная лепешка. Так как эти печенья надо вырезать квадратной выемкой, чтобы не было много обрезков, перекатки, лучше раскатать его под вырубку. Пока пласт небольшой, переворачиваю гладкой стороной вниз. Та сторона будет сверху печенья. Видите, с этой стороны оно все в складочках, морщинках, а там гладкое. У меня вот такая вот вырубка, сторона 7 сантиметров. Этого размера для печенья будет достаточно. Макаю муку, стряхиваю и выдавливаю так, чтобы между печеньем оставалось как можно меньше теста. Вот этот квадрат рассчитан на 4 ряда по 4 печенья. Сразу убираю обрезки. Смотрите, какое тесто эластичное. И перекладываю эти печенюшки на подготовленный лист с пергаментной бумагой. Можно сделать еще легче. Если у вас есть фигурный нож, просто нарезайте его на квадраты. Можно даже и обычным. Но хочется, чтобы печенье было красивым. Даже для того, чтобы тесто легко снималось с коврика, следите, чтобы оно при раскатке к нему не прихватывалось. Можно выдавливать повидло. И выдавливаю на один уголок, чтобы вторым можно было закрыть. Много повидла не надо. Печенье само по себе маленькое. И этой порции будет достаточно. Лишнее повидло будет вытекать, какое бы густое оно ни было. Его здесь ничего не держит. Бока печенья открыты. Аккуратно формирую печенье. Еще раз повторюсь, тесто очень удобное в работе, послушное. Оно не трескается, эластичное. Накрываю повидло и немного придавливаю. Или даже можно сказать не придавливаю, а выравниваю. Смазываю взбитым яйцом. Можете его взбить и процедить через сито, чтобы белок не тянулся. Смазываю только половину печенья. И пока яйцо не подсохло, засыпаю крошкой. Обильно по всей площади. Чем больше крошки, тем вкуснее печенье. И смазываю следующее. Вот столько из этой порции получается печенье. Я его плотненько уложила и засыпаю сахарной пудрой. Пудры совсем чуть-чуть, и то это по желанию. Печенье остыло, вот такое оно внутри. Сверху и по краешкам оно хрустящее, очень хорошо его дополняет крошка, а в середине мягкое. Ореховые кольца. Их делали по-разному. В таком варианте перед выпечкой смазывали яйцом и засыпали орехами. Или уже после выпечки покрывали их сахарной помадкой и тоже засыпали орехами, только предварительно их хорошо обжаривали. К маслу добавляю соль, ванильный сахар и на невысокой скорости, это 3 из 5 возможных, взбиваю до однородности. Вот теперь увеличиваю до 4 и продолжаю взбивать до посветления и легкой пышности масла. Пока вот так вот и достаточно. Добавляю сюда сахарную пудру. Напомню, она у меня уже просеяна. Чем пышнее будет эта масса, тем нежнее будет тесто и, соответственно, вкуснее коржики. Снова зачищаю миску. Вот эта масса уже настолько пышная, что под лопаткой даже бухтит. Можно добавлять яйцо, но к нему предварительно надо добавить соду и аммоний. Столько же взвешу аммония, полграмма. Храните его в хорошо закрытой таре. Я из пакета выдавила весь воздух, закрутила и закрыла вот таким зажимом. Аммоний обязательно надо добавлять в жидкие продукты. Соду тоже предварительно не гасите. В яйце есть своя кислота, тем более соды немного, она обязательно погасится в тесте. Все это хорошо перемешиваю. Если нет аммония, то исключайте его вместе с содой и просто добавляйте разрыхлитель. Около 3 грамм, это пол чайной ложки с горкой. Но соединяйте его, как это мы всегда делаем, с мукой. Яйцо делю на 2 порции и каждую взбиваю до полного соединения с этой массой. Если готовите тесто на сахаре, то вот сейчас добивайтесь его полного растворения. Тесто тогда будет намного легче, пышнее
Выливаю последнее и продолжаю взбивать еще около минуты. Посмотрите, какая пышная и однородная получается масса. Добавляю муку. По рецепту ее надо взять 430 грамм, но я 30 отобрала для вымешивания на столе. Здесь осталось 400, и то высыпаю не все, немного оставлю. Мука всегда разная, и разное ее количество может войти в тесто. Аккуратно вымешиваю. Когда на донышке уже не остается мука, но видно, что тесто мягкое, маслянистое, легко вот так вот размазывается, высыпаю остальную. В миске вымешиваю до тех пор, пока эта мука войдет в тесто, а домешивать буду на столе. Ну, вот так вот и достаточно. Собралось комочек, видно, что оно уже не такое маслянистое. Подпыляю стол. Это вся та, которую я отбирала, 30 грамм. И начинаю вымешивать. Подпыляю немного сверху. Тесто очень мягкое. Пока обваливаю муки, складываю, немного прижимаю. Не давите сильно и не вымешивайте долго, не развивайте в нем клейковину. Иначе тесто получится затянутым, а выпечка из него твердой, не песочной. И раскатываю пласт толщиной 6, максимум 8 мм. Измеряйте линейкой, чтобы не раскатали тонко. И проверяйте, чтобы тесто не прихватывалось к коврику. Вот пока еще небольшой пласт, можно и не проверять, это и так заметно. Оно плохо раскатывается, видно, где оно цепляется. Поэтому подпылите его немного мукой, аккуратно накрутите на скалку и подпылите коврик. Выравниваю, довожу до нужной толщины и вырезаю. Вырубка у меня диаметром 8 сантиметров, а для серединки 2,5. Выдавливаю поближе друг к другу, чтобы поменьше оставалось обрезков, поменьше было перекатки. Тесто мягкое, нежное, поэтому поддевайте его ножом или скребком. И не старайтесь для удобства его замесить плотнее, потому что из этих обрезков оно получится еще тверже, так как при раскатке сюда и так попадает лишняя мука. Серединки пока не вырезаю. Вот такими вот кругляшками переношу на досточку, покрыла ее пергаментной бумагой. Так намного легче. Тесто не деформируется, остается таким же круглым. И вот теперь на досточке вырезаю серединки. В таком виде поставлю в холодильник примерно на час. Проверяйте, чтобы тесто затвердело. Все обрезки и серединки вымешиваю в однородный кусочек без добавления муки. И снова также раскатаю, вырежу кольца и снова поставлю в холодильник. Холодные кольца смазываю желтком. Желточка не жалейте. Смазывайте хорошо, тогда больше налипнет орехов. Его для этой порции как раз достаточно. И здесь уже учитывайте свои способности. Если смазываете долго, то на холодном тесте желток быстро подсыхает. Поэтому смазывайте по 2, по 3 штучки, окунайте в орехи, придавливайте и переносите на листик. Только делайте это побыстрее. На свежий желток орехи лучше прилипают. Пока я эти оформляю, остальные стоят в холодильнике. Разложила на вот таком вот расстоянии, они при выпечке будут увеличиваться. Колечки испеклись, выпекались они 13 минут при температуре 200 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Колеровка должна быть светлая и видно, что орешки еще подпекаются, но не горят. Перекладываю их на решетку, они минут 5 полежали на листике, немного застыли, потому что сразу после выпечки они мягкие. Листик быстро остынет и начну оформлять следующие. Духовку я не выключала. Посмотрите, какие красивые. Пока вторые пекутся, я вам покажу, какие колечки на разломе. Хрупкие, песочные, нежно-хрустящие. Не запекайте их долго, не высушивайте. И покажу вам колечко на разломе из второго теста, из перекатки. Такое же нежное, хрупкое, не забито мукой. Но раскатала я тесто немного толще, поэтому получается они помягче. Учитывайте свой вкус, допускается раскатка теста от 6 до 8 мм. Поэтому делайте такие, какие вам больше нравятся, более хрустящие или помягче.
Колечки получаются не приторно-сладкие, я бы даже сказала умеренно. Поэтому, если вы любите более сладкую выпечку, сверху можете украсить сахарной пудрой. На таком же тесте, кстати, я не сказала, что это ГОСТовский рецепт, делали еще коржики с повидлом. Раскатывали такой же толщины, 7-8 мм, а вот форма допускалась разная, в виде ромашки, звездочки, и вырезали даже формы от корзинки. Вот такие они получаются красивые, и уже раскатанное тесто можно слегка засыпать сахаром. Немного его прокатать, чтобы он не осыпался, и только потом вырезать коржики. Так что выберите для себя тот вариант, который вам больше нравится, в сахаре или без. Форму только один раз макнула в муку. Перекладываю коржики на листик, выпекаю на силиконизированном пергаменте. Обрезки теста снова собираю в один комочек, без добавления муки. Отсаживаю повидло где-то по чайной ложке. Это удобно делать кондитерским мешком, а насадка может быть любая, звездочка или просто круглая. На выходе ее диаметр 1,5 см. К этому времени уже должна быть нагрета духовка, температура 200 градусов. Коржики выпекались 12 минут, средний уровень духовки подогрев вверх-вниз без конвекции. За это время они хорошо пропекаются, колируются. Повидло тоже запеклось, не течет. И посмотрите, какие они на разломе. Песочные, хрупкие. Видно, что пористые. И даже в теплом виде не чувствуется вкус и аромат соды и аммония. Но лучше их полностью остудите и подавайте к чаю или к молоку. Это очень вкусно, песочная выпечка с молоком. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такой вкусной домашней випічкою і приятного вам чаєпітія. Якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.